Друзья, всем привет! Сегодня, как и обещал, покажу вам упражнение так называемой школы бокса. Школа бокса – это как кихон в карате. Это базовая техника, которая должна регулярно, это очень важно, постоянно, практически на каждой тренировке повторяться. Обычно это делается после разминки. Итак, школа бокса, ребят, смотрите внимательно. Движение вперед под разноименную ногу. Мы встаем в фронтальную стойку. Это учебная стойка фронтальная, в которой у вас ноги примерно располагаются на ширине плеч и вес смещен чуть-чуть вперед на носочки. Очень важно создать такое стартовое положение, чтобы у вас сразу тело было направлено вперед. Поэтому пяточки разгружаем. Колени висят над носками, руки расслабленно находятся прямо перед собой, кулачки сжали и косточки направляем прямо вперед по ходу нашего движения. Мы идем вперед, шагаем левой ногой, бьем правой рукой, шагаем правой ногой, бьем левой рукой. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Одновременно у нас происходит шаг и одновременно же у нас происходит удар. Также идем назад, смотрите, у нас получается правая нога отступает и правая рука бьет. Проверяем, где вторая рука находится. Отступаем левой ногой и бьем левой рукой. Отступаем правой, бьем правой. Отступаем левой, бьем левой. Шагаем левой, бьем правой. Шагаем правой, бьем левой. Раз, два, три, четыре, раз, два. Не делайте длинные шаги, ребят. Это будет плохой баланс, плохое равновесие. Коротенькие шаги буквально на полстопы. И очень важный момент, работают больше именно лодыжки, голеностопа. Такой перекат с пятки на носок. И мы перебрасываем вес. То есть очень важно уметь перебрасывать вес ноги на ногу. Вот такое движение. Здесь пяточку разгрузил, а здесь полностью стопа стоит на пятке. И здесь у нас вес на этой ноге. И в это время происходит удар. Скрестная такая структура. Вот, пошли мы вперед. Называется это разноименный удар. Или удар под разноименную ногу. Или удар под разноименный шаг. Когда мы отступаем, очень важный момент, обратите внимание, мы также бьем разноименный удар. Может возникнуть путаница, потому что вы и шагаете правой ногой, и бьете правой рукой. Но по факту, смотрите, в конце движения у нас все равно разноименные конечности. Видите? То есть если сделать такой стоп-кадр, да, то непонятно, куда идет человек. То есть то ли я иду назад, то ли я иду вперед. Раз, два, три. Раз, два, три. Назад пошел, вперед пошел. Когда отступаем назад, оставляем ногу на носочек, вес остается на впереди стоящей ноге. Это очень важный момент. Не заваливаемся сразу на пятку, не убираем вес с удара. Таким образом у вас будет слабенький удар. То есть мы отступаем, но не отходим. Мы отступаем, но вес оставляем впереди, и поэтому ваш удар должен быть здесь такой вот мощный. Раз, отошли, оставили ногу жестко, поставили на носок, закрутили, внутрь бедро, вращательное движение, и плечо вывели вперед. Отошли, 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 жестко, пам-пам-пам-пам, вперед. Конечно, это упражнение можно выполнять в разных режимах. Можно делать маленькие шажочки, легко, расслабленно, да, поработать. Раз, два, три, четыре, то есть как бы течете, поток. Можно сделать с акцентом, по-разному. Вот это базовое движение, ребят. Также повторяется удар апперкот. Вот тот же самый движок. Идем вперед, идем назад. Также с боковым ударом. Идем вперед. Так, так, идем назад. Только при боковом ударе больше вращения. Если прямой удар это больше поступательное движение, конечно, имеет место и вращение, но при боковом ударе вращение даже больше становится. То есть мы скручиваемся. Мощно. Следим за тем, чтобы у вас ноги опорные, не вывалились колени наружу. Это важный момент. Коленочки всегда немножко внутрь. Обычно у людей такой вот развал идет. То есть ножки разваливаются, носки в стороны, колени в стороны. Собирайте их. В идеале, когда прямые стопы, носки смотрят прямо. Но если так сложно, то даже немножко их подворачиваем сюда. Карате. Санчин. Вот такое положение, чтобы у вас вот здесь была сгруппированная позиция. Хвост поджат. Борода втянута, поджата. То есть положение напоминает положение цигун, стояние столбом. Есть такое упражнение, вот. И вот в этом положении вы, собственно, и находитесь. Только не так вот руки держите, а прямо предплечье ставите вертикально, кулаки сжали, вот у вас положение. В этом положении, вот, не разваливаясь никуда, вы работаете кихон боксерский. Оп, 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 оп. Снизу. Сбоку. Сбоку.
И вперед. Снизу. Сбоку. Это был урок номер 1, ребят, из школы бокса. Я думаю сделать свой сериал, как прорабатывается упражнение в школе бокса. Сейчас мы поделаем с вами движение вперед под разноименную ногу и движение назад под разноименную ногу. Соответственно, следующий урок у нас будет боковые шажочки с движениями в стороны, влево-вправо, и как привязать к этим шагам удары. С вами был Макс Степанов. Если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, поделитесь с друзьями. Друзья, если кто-то может поддержать мой канал, я буду вам очень благодарен. Функция супер спасибо, а также просто становитесь спонсором и вперед. Всем чао. Почему школа бокса, ребят? Потому что в этой школе бокса изучаются базовые элементы, азбука бокса. Это удары, это защиты, это шаги, передвижения и сочетание ударов и защит с передвижениями. Это очень важно. Начинаете вы с места, отрабатываете какие-то техники, удары, потом добавляете шаги отдельно, а потом вы все это дело вместе склеиваете, и получается целостная картина, чтобы вы могли двигаться и бить, двигаться и защищаться, переходить от одного технического действия к другому.